Совсем недавно в англоязычном сегменте интернета разгорелись немалые споры, вызванные крайне спорными снимками, на которых видна огромная подводная лодка, поразительно похожая на современные атомные подводные крейсеры. Эти фотографии, которыми поделились пользователи социальной сети, стали настоящим открытием для исследователей альтернативной истории, отважившихся бросить вызов общепринятым представлениям о прошлом и быстро привлекли к себе внимание широкой аудитории. Первые сообщения об этом невероятном событии появились в небольшой африканской англоязычной газете, где журналисты, сделавшие эти снимки, изложили свою версию происходящего. Судя по всему, такое открытие открывало совершенно новые горизонты для дальнейших исследований, но также поднимало массу вопросов и порождало невероятные теории о прошлом человечества и его неведомых возможностях. Пользователи всемирной сети, столкнувшись с этой шокирующей публикацией, спешили высказать свои мнения и предположения. Множество комментаторов обвинили авторов публикации в использовании фотошопа и нейросетевых программ для создания фальшивых изображений, которые можно было бы легко опровергнуть. Снегопад критики и недоверия к представленным фактам, казалось, почти смел с лица Земли тот самый элементарный интерес, который, по идее, должен был вызвать такой шокирующий материал. На фоне этих споров вскоре нашлись достаточно авторитетные источники, которые подтверждали, что около 10 лет назад в одном из удаленных районов Центральной Сахары действительно происходили подобные раскопки, которые могли привести к такому открытию, как подводная лодка, похороненная под песками пустыни. Жизнь дает возможность удивляться, и на этом удивлении люди полностью сосредоточили свое внимание. Массовое присутствие различных агентств и научных специалистов значительно создавало интригу и поднимало волну предположений о том, что же на самом деле происходило на этом удаленном и труднопаханном участке пустыни. На месте раскопок можно было увидеть не только геодезистов и археологов, но и сотрудников африканских спецслужб, а также агентов НАСА и ЦРУ, которые занимались изучением НЛО и внеземных аномалий. Их заметное и неожиданное присутствие сразу же привлекло внимание не только местных жителей, но и мировых журналистов и исследователей, которые пытались пробиться к правде, искренне интересующиеся тем, что же скрывает данная местность. По словам неназванного сотрудника Института археологических исследований Сахары, который на условиях анонимности согласился прокомментировать утекшие в сеть кадры раскопок, в 2014 году было организовано масштабное сканирование определенных областей пустыни для поиска подземных источников воды. Эти попытки снять завесу тайны из обстоятельств происходящего в ту пору вызывали больше вопросов, чем ответов. Этот проект был частью амбициозных планов африканских властей, стремящихся вернуть зеленую и цветущую Сахару, какой она была несколько столетий назад, до всемирной катастрофы в XIX веке, события, о котором, по мнению многих исследователей и историков, следует избегать. Весьма вероятно, что это разоблачение могло бы повлиять на ныне существующие представления о региональной истории и развитии цивилизаций. Роль Сахары в истории человеческой культуры оказывается гораздо более многогранна, чем это принято считать. Изучая местные условия и ресурсы, ученые открыли множество возможностей для восстановления экосистемы и привлечения многомиллионных инвестиций в данный регион. Сахара, долгое время считавшаяся бесплодной и безжизненной, может в будущем представлять интерес для инвесторов со всего мира. Огромные, никем не занятые площади Земли, которые можно запустить с нуля, уже входят в закрытые и желанные сферы интересов мировых бизнес-элит, заявил не раз упоминаемый африканский ученый, общаясь с местными журналистами и сообщая о возможностях улучшения политики и использования пустынных земель. В ходе этих мероприятий геодезисты наткнулись на огромный металлический предмет,
который залегал на относительно небольшой глубине, всего в нескольких десятках метров. Решение подогнать экскаватор и проверить, что же это может быть, привело к поразительным результатам. Удивлению рабочих не было предела, когда они откопали часть фюзеляжа какой-то явно древней, но хорошо сохранившейся конструкции, сообщил африканский археолог, открывший перед собой невероятное зрелище, которое навсегда останется в его памяти. Ощущение важности данного момента многократно усиливало переживания всех участников раскопок, и каждый следующий шаг становился все более значимым. С той самой минуты, когда нас разбудили срочным звонком сверху в 3 часа ночи и вызвали к месту раскопок, началась настоящая сенсация, продолжал свой рассказ археолог, сложив руки на коленях в ожидании осмысления своих слов. Когда их группу специалистов доставили на вертолете к палаточному лагерю геодезистов и местных рабочих, их взором предстал захватывающий пейзаж, который невозможно забыть. Под светом фонарей перед нами предстала часть корпуса какого-то гигантского металлического аппарата, который выглядел абсолютно иным, нежели все, что мы когда-либо видели, добавил археолог, осознавая, что история настроена на совершенно новый лад. К этому этапу своего исследования у него уже не оставалось места для сомнений. Мы сразу же связались с нашими спецслужбами и специалистами по космосу, потому что, честно говоря, подумали, что откопали древний космический корабль пришельцев, целое НЛО. Продолжил он с выражением смятения на лице, удивляясь, как могла возникнуть такая обстановка. Однако это предположение оказалось лишь началом неуверенности и паранойи, которые охватили всех участников незабываемого эпизода. На следующее утро на место раскопок приземлились огромные черные вертолеты без опознавательных знаков. Из них вышли люди в желтых костюмах радиационной химзащиты, вооруженные до зубов, и разогнали всех местных рабочих, ученых, полицию и зевак. Описывал подробности археолог, ощущая нарастающее нейтральное беспокойство вокруг происходящего. Это было похоже на вмешательство мощной силы, которая хотела сохранить все в секрете и ни в коем случае не дать возможности людям углубляться в исследование раскопок. Я сразу же связался с начальством, но, к сожалению, мне приказали уезжать оттуда как можно скорее и никому ничего не рассказывать, продолжал он, полон противоречивых эмоций. Эта фраза стала гвоздем в его сознании, потому что в ней просматривался страх и неуютность. Тем временем вокруг быстро образовалась целая группа спецслужб, имеющих свои множество различных целей и интересов. Для археолога и его коллег это казалось сценарием из захватывающего триллера. Они оказались в центре масштабной операции, полна тайных мер и скрытых приспособлений. Как они успели так быстро добраться в самое сердце Сахары, остается загадкой. Продолжал делиться своими впечатлениями исследователь, и этот вопрос навсегда остался с ним. Действительно, мигом все вокруг трансформировалось в неподдающееся описанию события в центре пустынного пейзажа, наполняя его невыразимой атмосферой. Но это были еще не все сюрпризы. Меня смутило, что некоторые из них разговаривали на испанском, но выглядели они очень серьезно и профессионально. Все были вооружены, добавил археолог, пытаясь проанализировать сложившуюся крайне необычную ситуацию. Всех местных специалистов, включая его, отвели в особый шатер неподалеку, где прошли несколько строгих процедур анонимности. Сняли отпечатки пальцев, отсканировали сетчатку глаз и даже взяли различные анализы. Эти меры предосторожности ощущались как простое проявление опасности во всем этом. Я успел сделать несколько снимков невероятной находки, но теперь мне грозит угроза, рассказал он с тревогой в голосе. Понимание того, насколько серьезные последствия могут грозить его открытию, парализовали его мысли. Вскоре пришло осознание того, что их заставили молчать и подписывать бумаги о неразглашении. Нас всех посадили на один из огромных черных транспортных вертолетов и отправили обратно в город. Завершило его откровение о том историческом моменте,
когда тайна стала немного больше, чем просто зеленая точка на карте. Однако загадка, порожденная этой находкой, только начиналась, и вот тут начало разрастаться множество новых вопросов. По словам африканского ученого, он молчал об этой находке долгие 10 лет, избегая обсуждений и комментариев о случившемся. Однако, когда его здоровье стало постепенно ухудшаться, он пришел к выводу, что ему необходимо рассказать миру об этой невероятной находке в песках Сахары. Терять уже нечего, пускай новое поколение историков и ученых изучает нашу планету и не боится новых открытий. Нас заставили замолчать тогда, но я не могу молчать больше. Завершил свой правдивый рассказ африканский археолог, и его слова отразили надежду на будущее, когда правда сможет выйти на свет. Тем временем в англоязычном сегменте интернет-сообщества о находке бушевали страсти. Кто и зачем мог создать подводную лодку в пустыне? Множество комментаторов подхватило эту идею, предлагая различные альтернативные версии, вплоть до мифической Тартарии, легендарной страны, которая, по мнению некоторых исследователей, занимала обширные территории современных евразийских стран. Эта концепция только разжигала интерес общественности, вызывая новую волну теорий и споров, которые стали настоящими бурными дебатами в среде историков и любителей тайн. Открытия невиданного ранее всегда вызывают небывалый интерес, как это и происходило с историей подводной лодки. Однако точной информации о находке и возможных причинах ее сокрытия не было. Некоторые предполагали, что все это может оказаться очередной фотошопной проделкой, и многообразие мнений только усугубляло общую неопределенность. Каждый новый комментатор вносил свою порцию интригующими дополнениями. Но вопрос о восстановлении исторических знаний так и оставался открытым для изучения. Мы должны помнить, что история полна сюрпризов, и эта находка лишь подтверждает, насколько глубоки и загадочны корни человечества. Подводили итог некоторые исследователи, стремящиеся к истине и бесстрашно углубляющиеся в неведомое. Подводная лодка в Сахаре не просто подняла множество вопросов о ходе истории человечества, о его неизмеримых способностях к созданию и изобретениям. Она также заставила людей снова задуматься о их вкладе в будущие открытия и исследования. Являются ли и эти находки лишь прологом к восстановлению человеческого понимания своего места в истории? Возможно, это лишь начало новой главы в понимании человеческой цивилизации и ее таинственного прошлого, наполненного загадками и тайнами, которые начали просачиваться наружу благодаря таким неожиданным открытиям. Неужели человек способен привнести нечто большее, чем только созидание на планете? Ведь это лишь вызывает восхищение и как будто окутывает вселенскую магию, и, может быть, мы все еще в состоянии понять и изменить направление истории. Да и просто, почему бы не помечтать? Какое ваше мнение о таком загадочном приключении, полном неразгаданных тайн и мистических историй?